Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал Info Plus, и я его двигатель Артем. Сегодня я хочу поговорить с вами о растительной насадке, которая работает по теплой воде, включительно до самых холодов. Сами знаете, что когда вода остывает, она становится холодной. Применение растительных насадок невозможно, потому что вода не может растворить, так сказать, аромат растительной насадки и подать его рыбе. Суть очень проста. В сети магазинов «Пятерочка» вы можете приобрести вот такую коробочку панировочной смеси, которая применяется для приготовления большинства блюд в духовке. Ну, это домохозяйки знают, в общем-то. И вот такой пакетик куркумы весом 20 грамм. Для того, чтобы приготовить данную смесь, нам нужна будет более-менее свободная емкость, в которую мы берем данную панировочную смесь и высыпаем в сухом виде. Я еще раз хочу уточнить и прошу вас обратить внимание, что это панировочная смесь, это не сухари, ни в коем случае. Так как сухари очень плохо замешиваются, в свое время была допущена нами ошибка, это было очень давно, в 2008 году, когда мы, приехав на рыбалку, взяли не смесь, а сухари, то у нас их замешать не получилось, и мы, получается, потеряли свою наживку. Ну, путем проб и ошибок мы все-таки пришли к смеси, и вот уже сколько лет, получается, я с собой не беру ни червей, ни какие-то другие супер-пупер убийственные насадки для карася, как пишут в интернете. Ну, в общем, продолжим. Высыпаем данную панировочную смесь в емкость. Оставляем его в сторону. Вот, коробочка больше не нужна. Берем куркуму. Куркума находится в составе старой панировочной смеси фирмы-изготовитель Бакалея. Но с течением времени, получается, панировочная смесь, она называлась с натуральными пряностями. Это простая, без этой надписи. Она содержала куркуму. Потом ее производить перестали и начали производить просто панировочную смесь, белую. Ну, выход из положения был найден. Приобретается куркума отдельно и добавляется вот сюда, в эту, получается, панировочную смесь. Высыпаем ее в баночку полностью. Всю. Закрываем баночку крышечкой и энергично все это дело объединяем друг с другом. Получается вот такая вот однородная бело-желтая смесь сухая, которая, вы знаете, очень ароматная на запах, действительно. И здорово в теплой воде работает, привлекая тем самым рыбу. Будь то карась, будь то сазан, плотва, уклейка. Даже я ловил щуку и окуня на нее. Ну и линь попадался, конечно. Для того, чтобы ее приготовить, все очень просто. Вам нужна какая-либо емкость. В данном случае у меня это посудка вот такая для замешивания гипса, которая очень, видите, инертная. Я ее могу мять как хочу, в общем-то. Очень удобно моется. Высокие бортики здесь замешиваешь без потери смеси, без рассыпания. Добавляем в эту баночку небольшое количество смеси, как видите. Тут, как говорится, на глаз. Берете воду. Хорошо, в принципе, заранее замешать дома эту смесь, чтобы вы на рыбалку приехали и у вас она уже будет готова. Добавляем водичку небольшими порциями. Даже если вы с водой чуть-чуть переборщите, ничего страшного. Добавляется сухая смесь сюда.
к жидкой, если такая получилась, и замешивается, в общем-то. Сейчас. Замешиваем ее, впрочем, ну, как тесто, я не знаю, как кому удобно называть этот процесс. Вот уже начинает у нас из этого порошочка формироваться наша будущая насадка. Дабы сделать ее крепкой, крутым тестом, в общем-то, чтобы она хорошенечко в шарики скатывалась и сидела на крючке, добавляем еще сюда сухой смеси. Да, и небольшая оговорочка есть в этом плане. Большинство бывалых рыбаков знают и другим пытаются это донести, что старайтесь в вашу насадку добавлять те ингредиенты, которые в вашей прикормке присутствуют. Но обычно я червей с собой на рыбалку не беру, так как там, где я живу, это Кубань, Краснодарский край, очень большая плотность окуня. Берешь с собой червя и, в общем-то, занимаешься ловлей маленького матросика. Ну и бычок попадается. Поэтому червя я не беру, у меня его в насадке не присутствует. Сюда я добавляю также в сухом виде, не во всю панировочную смесь, а в какую-то небольшую часть, которую я с собой хочу взять и замешать. Ту прикормку, обычно она бывает клубничная, малиновая или же какой-то специальный сбор экстра, где все идут ароматизированные добавки, добавлены какие-то растительные зерновые, злаковые культуры. Я их добавляю также в сухом виде, в то количество насадки, которое я замешать собираюсь. Вот, практически уже получается крутое тесто у нас, если его можно так назвать. Ну, я лично считаю, что этого недостаточно. Добавляем еще. Хорошенечко раскатываем, стараемся, как говорится, вложить в это дело максимум своего времени, усилий, души, как говорится, чтобы у нас получилось все без проблем, все здорово. Были такие даже моменты, когда я сидел на берегу рано утречком, хорошо шел лещ, это конец мая, начало июня. И сидел рядом со мной рыбак, наверное, в метрах, ну, максимум в 5. У него была с собой кукуруза и манку он привез, в общем-то. Я сижу, у меня лещ идет как с пулемета. Вот. А он сидит рядом и диву дается. То есть у нас на одном промежутке времени совершенно разные результаты. Ну, когда пытаешься людям объяснить, вот такая насадка, я никогда не держу ее в секрете. Люди, да, я обязательно попробую, ну, на этом дело и заканчивается. Очень настаиваю на том, чтобы хорошо было замешано, крепко. Это единственная затрата вашего времени, которая потребуется перед тем, как пойти на рыбалку. То есть замешать. Потом берете какой-нибудь полиэтиленовый пакетик, ложите его туда и в холодильничек до утра, до раннего, до зорьки. Так, маловато еще надо. Обязательно хорошенечко продавливаем его, чтобы он, не он, а смесь получила везде просушку, так сказать, сухим этим порошком. И хорошенечко прокатываем. Я изначально, конечно, много смеси насыпал, поэтому это заняло чуть-чуть больше времени, чем нужно. Вы знаете, плотва настолько реагирует на эту насадку, что как на тренажере, честное слово. Или как будто там, как в фильме в одноименном, водолаз тебе сидит и насаживает через каждые
2, 3, 5 минут новую рыбу. И плотва идет размером, наверное, с селедку. Да, еще хочу заранее сказать вам и попросить вас в комментариях, если захотите, то я смогу в последующих видео поделиться своей поплавочной оснасткой, которой я никогда больше другую применять не буду, мне очень нравится. Бесповодковое оснащение. Крючки находятся на одной лесочке, не перепутываются. Крючков можно поставить то количество, которое нужно вам, чтобы было комфортно и приятно ловить. Вот, впрочем, и все. Получается вот такие аккуратненькие кругляшки, горошинки, как будет вам удобно их называть. Они очень трудно смываются водой, здорово работают. Даже после нескольких серийных поклевочек, ну то есть имеется в виду до подсечки, она не сбивается. Даже если есть приверженцы здесь, те рыбаки донной ловли, то и на спиннинге данная панировочная смесь очень хорошо работает. Но она работает настолько хорошо и привлекательно, что как только вы забросили, у вас тут же в принципе идут поклевки. Поэтому следить нужно будет постоянно и целенаправленно. Все, впрочем, и весь разговор. Вот такой вот получается у вас кругляш теста, которого вам хватит на полдня полноценной хорошей рыбалки. Я еще ни разу не уходил без улова, никогда, даже в самое страшное, как сказать, бесклевье на самом деле, перемещаясь по водоемчику, я всегда приезжал домой с уловом. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, и в дальнейшем у меня будет мотивация снимать интересные видео не только на тему рыбалки и, впрочем, во многих аспектах нашей широкого жизненного уклада. Что будет интересно для меня, если я посчитаю нужным поделиться с вами, и оно будет полезно, то обязательно поделюсь. Спасибо вам большое, друзья. До свидания.